Привет, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Печем торт по старинному семейному рецепту. У нас он передается из поколения в поколение. Торт очень вкусный, оригинальный. Я в рецептуре сознательно ничего не изменяла. Это украинский торт, пляцок, который называется вышиванка. И ранее его выпекали на украинских свадьбах. Он очень вкусный, с таким украинским колоритом, довольно необычный. В описании под видео указано количество ингредиентов. Маковую начинку можно купить готовую, но я люблю готовить сама, поэтому отмеряю 2 стакана мака, заливаю холодной водой, тщательно промываю в нескольких водах до чистой воды, а затем заливаю снова водой и ставлю вариться. Приблизительно 40 минут, а бывает даже час. Обычно я эту начинку делаю накануне, пока занимаюсь своими другими делами. Она у меня стоит, варится, и таким образом уже на следующий день она у меня готова. На большом огне довожу до кипения, затем огонь делаю минимальный и под крышкой варю. Периодически снимаю пену и добавляю воду, если я вижу, что она совсем выпаривается. И вот уже где-то к часу мак у меня готов. Перекладываю в миску, и пусть он пока остывает. Далее я очень аккуратно отделяю белки от желтков яичные. Делать это нам нужно в чистую сухую емкость, потому что впоследствии белки мы будем взбивать до пиков, и если попадет желток, то нам это может помешать. Теперь я к желткам добавляю сахар и буду замешивать песочное тесто. Перемешиваю венчиком, взбивать не нужно. Далее я вливаю сюда растопленное сливочное масло. Я его заранее растопила, охладила. И добавляю сметану. У меня магазинная, любой жирности, неважно. Хорошо перемешиваю. Затем муку соединяю с разрыхлителем и в 2 этапа буду вводить в тесто. Просеиваю сначала одну часть, замешиваю тесто венчиком. В общем, все по классике. Затем подсеиваю вторую часть, и уже когда тяжело вымешивать венчиком, то буду замешивать тесто руками. Думаю, что все знают, но на всякий случай напоминаю, что песочное тесто долго вымешивать не нужно, оно становится жестким, тугим, поэтому все продукты объединились, и этого вполне достаточно. Выкладываю тесто на стол, припыленный мукой, и здесь уже не столько вымешиваю, а просто формирую колбаску, которую буду делить на 4 равные части. Делаю это на глаз, взвешивать ничего не буду. Каждую часть теста округляю для удобства. И в одну часть буду добавлять какао, вмешиваю его. Одна часть теста у нас будет шоколадной. Заворачиваю шоколадное тесто в пищевую пленку и отправляю в морозилку. Эта часть теста должна полностью замерзнуть. Оставшиеся 3 светлые части перекладываю на тарелку, накрываю пищевой пленкой и убираю просто в холодильник. А теперь приготовлю кокосовую прослойку. К белкам добавляю немного соли, взбиваю до крепкой пены, а затем добавляю сахар и взбиваю примерно 7-10 минут до устойчивых пиков. В конце добавляю немножко лимонного сока. Белки готовы. Если они не выпадают из миски, значит взбивать достаточно. Добавляю сюда кокосовую стружку, перемешиваю, и эта часть у нас готова. Теперь возвращаюсь к маку. Он полностью остыл, это очень важно, иначе сахар потает и пустит такую жидкость и будет плохо перебиваться. Поэтому, когда мак остыл, добавляем сахар и погружным блендером перебиваем до посветления мака. Далее я добавила сюда яйцо, мягкое сливочное масло. Все это хорошо перемешиваю до однородности, и маковая начинка готова. Отмеряю пергамент, на котором я буду выпекать, кладу одну часть светлого теста и раскатываю по пергаменту. Сначала делаю это на столе, так удобнее. Затем переношу в форму и здесь уже руками распределяю по форме. Тесто очень мягкое, пластичное, с ним очень приятно работать, поэтому делать это несложно. Маковую начинку визуально делю на 3 части, поскольку у нас будет 3 коржа. И одну часть распределяю по светлому тесту. Духовка у меня уже заранее разогрета на 180 градусов.
Далее нам понадобятся вишни, консервированные, либо вот сейчас у меня были свежие. Я их заморозила без косточки. Теперь размораживаю, лишний сок у меня отошел на сито и выкладываю вот таким образом. Теперь кокосовую начинку я тоже визуально разделила на 3 части. И одну часть выкладываю сверху на вишни. И распределяю. Делаю это вот так вот при помощи 2 вилочек, чтобы это было удобно. И так, чтобы вся кокосовая часть распределилась по коржу. На крупной терке натираю шоколадное тесто. Оно к этому времени хорошо замерзло в морозилке. Его визуально нужно разделить на 3 коржа. Оставшуюся часть я снова убираю в морозилку, чтобы она не растаяла. Выпекается корж 20 минут при температуре 180 градусов. Готовлю заварной крем. Смешиваю сахар, кукурузный крахмал и муку. Перемешиваю сухие ингредиенты и добавляю сюда 1 яйцо. Перемешиваю венчиком. Далее понемногу добавляю молоко и снова перемешиваю, так, чтобы не было комочков. К этому времени нужно достать сливочное масло из холодильника, чтобы оно растаяло, было комнатной температуры и потом хорошо взбивалось вместе с заварной основой. Крем я варю до загустения, как только он закипел, 20-30 секунд, и снимаю с огня. Огонь минимальный. Далее добавляю сюда ванильный сахар, снова перемешиваю, накрываю пищевой пленкой в контакт и оставляю полностью остыть. Первый корж у меня испекся, я сразу же его достаю на решетку остывать и затем точно так же готовлю 2 следующих коржа и выпекаю. Коржи должны обязательно остывать на решетке, чтобы они не помокрели снизу. Масло у меня очень мягкое, заранее я его достала, напоминаю, из холодильника. Масло и заварная основа должны быть одной температуры, тогда крем точно хорошо взобьется и не расслоится. Взбиваю сначала масло до светлого состояния и затем по 1 столовой ложке добавляю заварной основы. Очень пышный получается и стабильный крем. Можно его пока убрать в холодильник. Как видите, коржи у меня готовы. На одном из них немного больше шоколадного теста. Я не рассчитала, но это как раз будет у меня верх торта. И для украшения я растоплю 1 белую шоколадку вместе с растительным маслом. Это так я себе придумала. Делать это не обязательно. Можно делать, можно и не делать. Тортик и так смотрится очень симпатично и оригинально. Ну все, друзья, теперь собираем, но очень аккуратно тортик, потому что, как вы помните, коржи песочные, плюс на них много начинки, и они очень легко могут поломаться. Выкладываю 1 корж, крем так распределяю, чтобы мне хватило на 2 коржа, потому что верхний корж мы не перемазываем. Поэтому делю на 2 части крем, и 1 небольшую часть я оставляю для того, чтобы украсить бока тортика. В общем-то, смазала 1 корж, затем 2 корж смазываю, распределяю приблизительно, чтобы было одинаковое количество крема. И сверху выкладываю вот этот вот корж, на котором больше всего получилось шоколадного теста. И теперь смазываю оставшимся кремом бока торта. Далее я вот эту шоколадную глазурь из белого шоколада для удобства перелила в кондитерский мешок и вот таким способом просто украсила. Убираю торт в холодильник, желательно на ночь, тогда он наверняка хорошо пропитается. А вообще, чем дольше стоит этот тортик, то тем он вкуснее. И уже утром его можно, конечно, разрезать порционно. Обычно вот так вот я делаю, это в форме пирожных. Посмотрите, он очень симпатично, оригинально выглядит. Ну а на вкус, друзья, ну точно вам нужно его попробовать. Потому что то, что я вам сейчас буду рассказывать, вы все равно не поймете насыщенного этого вкуса мака, вишни. Тут же кокосовая часть. В общем, друзья, очень вкусно. Кажется только, что торт трудоемкий, но я очень рекомендую вам его испечь. Вкусно, просто. Готовьте, пишите мне отзывы в комментариях. Желаю всем мира и добра. Всем пока!